Всем привет! Вы на канале Кэт Рукодельница. Сегодня хочу вам рассказать, как красиво и аккуратно можно сшивать изделия, которые вязаны спицами. Например, вот такой вот трикотажный шов, который выполняется по закрытым или вновь набранным петлям. Посмотрите, как аккуратно соединяются вязаные полотна. При этом я использовала нить контрастного цвета. С изнаночной стороны получается аккуратный шов, рубчик. Вот это матрасный шов, который выполняется уже не поперек вязаного полотна, а повдоль. Я также выполняла контрастной нитью, и посмотрите, контрастную нить даже не видно. И кажется, что полотно цельное. С изнаночной стороны образуется рубчик аккуратный. Продольно-поперечный шов, который в основном используется, например, при вшивании рукавов. Выполняла также его контрастной нитью. Сам шов не заметен после стягивания. С изнаночной стороны также образуется аккуратный рубчик. И последний — это трикотажный шов, но только уже по открытым петелькам. Такой шов лучше выполнять пряжей основной, который вы вязали полотно, потому что шов будет заметный, он имитирует как бы дополнительный ряд лицевой глади. Начнем с трикотажного шва по закрытым петлям или по петлям вновь набранным. Я беру нить, я взяла специально нить контрастного цвета, чтобы было более наглядно. Беру полотно, ввожу нить в кромочную петлю. Дальше перехожу ко второму вязаному полотну и подхватываю петлю за обе стенки. Посмотрите, вот легко проследить, вот она идет, эта петля лицевая. Я ее подхватила за обе стеночки. Пока рабочую нить сильно не стягиваем. Теперь переходим ко второму вязаному полотну и также подхватываем лицевую петлю таким образом за обе стенки. Поочередно подхватываем петли. Вот эту петлю я уже подхватывала, следующую. Возвращаемся ко второму вязаному полотну. Также следующую петельку подхватываем за обе стеночки. И таким образом сшиваем полотно. Сейчас мы сделаем несколько стежков, а затем уже стянем. Я выполнила несколько стежков и теперь затягиваю нить. Посмотрите, вот таким образом будет выглядеть шов. Даже нашу контрастную нить не видно. И вот по изнаночной стороне получается рубчик. Таким образом выполняем весь шов до конца, постоянно выполняя по несколько стежков и затем их стягиваем. Я выполнила шов до конца, он практически не заметен на лицевой стороне. По изнаночной стороне появился рубчик. Теперь мы попробуем выполнить матрасный шов, который выполняется не поперек вязаных полотен, а повдоль.
То есть, например, при сшивании полочек и спинки. Посмотрите, вот здесь вот кромочные петельки. И вот первая, следующая петля после кромочной. Мы вводим иголку в центр этих петель и подхватываем протяжку. Протаскиваем рабочую нить. Теперь берем второе вязаное полотно и точно так же отступаем кромочную петлю. Вот она, следующая петля после кромочной идет лицевая. И я ввожу иголку в центр этой лицевой петли и подхватываю протяжку. Возвращаюсь к первому вязаному полотну. Посмотрите, вот одну мы протяжку уже подхватили, и вот она следующая протяжка. Возвращаемся также. Вот одну мы протяжку уже подхватили, следующую протяжку подхватываем. Чтобы получить красивый шов, мы должны подхватить каждую протяжку на полотне. Если будет пропущена хоть одна протяжка, шов будет выглядеть не очень аккуратным. Мы точно так же выполняем несколько стежков, а затем стягиваем. При этом также контрастная нить становится незаметной. Продолжаем опять. Дальше выполняем в точности также несколько стежков и стягиваем. Я выполнила уже шов до конца, осталось только его стянуть. Полотно кажется цельно вязаным. И изнаночная сторона с аккуратным рубчиком. А теперь выполним продольно-поперечный шов, когда сшиваются полотна. Одно лежит вдоль, другое поперек. Подхватывать будем у полотна, которое лежит поперек, протяжку между кромочной петлей и самим вязаным полотном. Вот посмотрите, вот здесь вот петли у меня не закрыты, и хорошо видны вот эти вот протяжки. На полотне, которое лежит повдоль, будем подхватывать сами петельки. То есть вот они, посмотрите, идут вот эти косички лицевые, вот их вот таким образом мы будем подхватывать за обе стенки. Начну с поперечного полотна, подхватываю протяжку между кромочной и самим вязаным полотном. Затем беру второе полотно и начинаю подхватывать первую петельку. Посмотрите, вот ее хорошо видно, вот она идет, это первая петля. Подхватываю ее за обе стенки. Затем возвращаюсь к поперечному полотну и подхватываю опять же протяжку между кромочной и самим полотном. И следующую петельку. Вот одну мы уже подхватили петлю, вот она следующая петля. Опять протяжка между кромочной. И петлю на втором полотне. И затем точно так же стягиваем наш шов. Еще один момент. Посмотрите, вот сама кромочная петля, она намного длиннее, чем петля вот эта вот. Поэтому, если мы будем шить в таком темпе, то у нас вот это вот полотно вот так вот сильно растянется. И будет в итоге некрасиво. Поэтому вот я сейчас подхватила 3 петли. Начинаю подхватывать протяжку опять же.
Беру 4-ю петлю и ее хватаю за ту же самую протяжку. И затягиваю. То есть затем опять 3 петли в обычном темпе, подхватываю петлю, следующую протяжку. Вторая петля. Третья. И затягиваю нашу нить. Беру 4-ю петлю и за ту же самую протяжку. В таком темпе сшиваем все полотно. Я выполнила весь шов. Контрастную нить незаметно, шов аккуратный. С изнаночной стороны образовался рубчик. Мы этот шов сшивали 3 петли и 4-ю за ту же самую протяжку. Такой способ подходит для лицевой глади, но если вы используете другой узор, например, косы, они стягивают полотно при вязании, возможно и другое подхватывание петель, то есть 4 петли и 5-ю за ту же протяжку. Это все подбирается уже индивидуально к узору. Или, допустим, при сшивании рукава, рукав нужно припосадить, и можно более часто выполнять подхват за ту же самую протяжку. А теперь выполним трикотажный шов, который выполняется уже по открытым петлям. Располагаем вязаные полотна петлями друг к другу. Посмотрите, я ввожу сначала иглу в кромочную петлю, а затем во вторую петельку. Подхватываю ее таким образом, чтобы сама петля, после того, как я ее спущу со спиц, не была скрещенной. Затем беру второе вязаное полотно, снимаю 2 крайние петли, ввожу сверху иголку в петлю. Вот таким образом, смотрите, петля не перекрученная должна быть. Обязательно ее поправьте. И затем в кромочную. Дальше возвращаюсь к первому полотну. И теперь сверху ввожу иголку в 2 петли, то есть в первую петлю и в кромочную. Спускаю со спицы следующую петельку. Поворачиваю ее так, чтобы она не была перекрученной. И ввожу в нее иголку снизу, то есть с изнаночной стороны изделия. Опять же, возвращаясь к этому вязаному полотну, также ввожу иголку сверху в 2 петли, это кромочная и первая петля. Спускаю со спицы следующую петельку, ввожу в нее иголку снизу, развернув петлю таким образом, чтобы она не была перекрученной. Возвращаемся вот к этому вязаному полотну. Ввожу иглу. Вот последняя петля, которую мы спустили. Я ввожу иглу в нее сверху. А в следующую петлю на спице я ее спускаю и ввожу в нее иглу снизу, так, чтобы петля не была перекрученной. Возвращаясь к этому вязаному полотну. Вот последняя спущенная петля. Ввожу в нее иголку сверху. А в следующую петлю, которую на спице, спускаю и ввожу в нее иголку снизу, то есть с изнаночной стороны. И вот таким образом получаются стежки. Мы как бы имитируем еще один ряд из лицевых петель. Алгоритм получается таким. Я ввожу иглу сначала в петлю сверху, а затем снизу. Вот эта петля не должна быть перекрученной. Захват зависит от того, какая
Петля бабушкина или классическая? У меня классическая петля, поэтому подхватываю ее так. А если петля была бы бабушкиной, то подхватывала бы я ее таким образом. И обратно возвращаюсь, то есть сверху и затем снизу. Еще раз повторю, что способ захвата петли со спицы именно, со спицы, зависит от того, какой она связана, бабушкиной или классической. Главное, смотрите, что когда подхватываете, чтобы она не была перекрученной. И таким образом сшиваем наши полотна. Вводим иголку сначала сверху, а затем снизу. Вводим иголку сначала сверху, а затем снизу. И посмотрите, как мы заканчиваем шов. У меня здесь осталась только кромочная, здесь последняя петля и кромочная. Я ввожу иглу в петлю, опять же сверху. Затем, посмотрите, ввожу иглу сначала в кромочную петлю, а затем в предпоследнюю петельку. И также обязательно следите, чтобы петельки не были перекрученными. Потом возвращаюсь ко второму вязаному полотну, ввожу иголку в петлю сначала сверху и сразу же кромочную также сверху. И затем возвращаюсь к первому полотну и смотрите, ввожу иголку сверху в две этих последние петли. Одна из них кромочная и предпоследняя петелька. Вот таким образом сшиваются аккуратно полотна. Такого шва вязания совершенно незаметно. То есть, если бы я выполняла шов также нитью серого цвета, шов был бы абсолютно незаметен. На этом у меня все. Если вам понравился, то ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Оставляйте комментарии. Всем пока-пока!